Что творишь? Привет, да вот в Angry Birds играю. Подожди, у нас уже был бьюти-блог на канале. Теперь летсплеями мы занялись, я так понимаю, да? Пришло наше время, Леш. Выросли. Что это за монстр такой? Расскажи мне о нем. Вообще, это профессиональная цифровая консоль для управления Angry Birds. Ну, а вообще, это цифровой пульт Sound King DM20 с есть- возможностью игры в Angry Birds. Ну что, давай тогда запускать наше съемочное оборудование и смотреть, на что способен этот монстр. А давай. Ну что, давайте сразу перейдем к самой сути и посмотрим нашу цифровую консоль поближе, взглянем на органы управления, а также на разъемы. Вот так выглядит наша сегодняшняя консоль сверху. Давайте будем последовательными и начнем с входного блока. Особо глазастые из вас увидели вот этот провод, заведенный на первый канал. Люди, которые помимо глаз обладают еще и каким-либо мышлением, увидели индикацию, которая прыгает, и сделали правильный вывод о том, что весь сегодняшний наш звук-видео мы пишем через преампы этого пульта. Так что вы сможете составить себе впечатление об усилителях, которые работают, на том же самом микрофоне конденсаторном с голосом. Кстати, пишем мы, как всегда, на наш студийный SE Electronics T2. Всего на сегодняшнем пульте имеется 20 входных каналов. Давайте считать. Есть 8 каналов, выполненных на обычных XLR-ах, микрофонные входы. Есть следующие 4 входа, выполненные на комбо-входах. Сюда можно подключать и джеки, и XLR. Далее идут 2 пары стереоканалов, то есть это еще 4 канала на инструментальных джеках. И далее еще 2 пары каналов. Первый, он у нас стоит в цифровом интерфейсе SPDIF. Здесь есть вход и выход. Соответственно, вход у нас вмещает стереоканал. То есть сюда можно завести какой-либо стереоисточник, и он у вас появится на линейке. И последний, 19-20 канал, у нас отдается в полное распоряжение вот этим двум USB-портам, куда можно подключить флешки с музыкой. Они у нас через проигрыватель, через встроенный плеер заводятся на 19-20 канал, и можно ставить себе музычку в формате стерео. Довольно удобно. Про входные линейки мы более-менее разобрались. Давайте пойдем дальше по цифровым интерфейсам. Как я уже сказал, здесь есть SPDIF, который также занимает 2 канала, а также здесь есть AS и BU интерфейс, в виде выхода такого. Про USB, про вообще рекордер и про плеер мы поговорим чуть-чуть попозже. Обмолвлюсь лишь о том, что здесь есть 2 входа для флешек, а также здесь есть вот такой выход для наушников, для подключения мониторов. Кстати, здесь есть свой отдельный регулятор усиления. Ниже у нас идет такой блок управления, командный центр. Здесь мы видим 7-дюймовый дисплей, IPS дисплей нажимной. Вот, он сенсорный. И его можно также убирать назад, защелкивать. Также здесь у нас имеется индикация, кнопки для управления консолью и вот такой джок-энкодер, также для легкого управления различными функциями. Ну и в самом низу у нас имеется выходной такой блок. Все то, ради чего вы смотрите это видео и ради чего, наверное, купите цифровой пульт. Я говорю, конечно же, о моторизированных фейдерах, боже мой, друзья. На это можно смотреть вечность. Собственно, здесь видно даже индикацию микрофона, на которую мы сейчас пишем голос. Все линеечки, опять же, здесь есть слои. Первый слой, второй слой и слой с басами, то есть это у нас выходные каналы. У каждой линейки есть вполне стандартное управление. Соло, мьюты, селекты. Это был мьют. Это соло, вот как раз селект. Можно увидеть, что, в принципе, можно выбрать любой канал. По мастеру все, в принципе, также абсолютно. Усиление мастера вынесено как отдельный фейдер. Мастер фейдер здесь, в принципе, говорить особо не о чем. Все то же самое. Мьют, соло и селект. Если обратиться к задней стороне сегодняшней консоли, то на нее выведено гнездо питания с индикатором, стерео-выход на мониторы на джеках, а также 8 выходных линий на разъемах XLR.
От внешнего созерцания переходим ко внутренностям. Как и любая другая цифра, DM20, помимо теплой, хоть и цифровой души, имеет тонкий и пытливый ум в виде процессора, о котором давайте и поговорим. DM20 использует процессор ADI Shark 4-го поколения, 40 бит с плавающей запятой, 450 МГц. Что интересно, такие процессоры используются лишь в точной медицинской или военной технике, а в цифровых консолях были замечены лишь 2-е и 3-е поколение Shark. Ко всему прочему, чтобы выйти на новый уровень с этой цифровой консолью, компания SoundKing купила себе во владение несколько различных зарубежных компаний. Studio Master, Carlsbro, Star и PG Stack. Это еще не весь список, в него также вошла английская компания CADAC, чьи фирмовые внутренности и стоят в этом пульте, представленном еще пару лет назад и сейчас доведенном до совершенства. На каналы пульта, как входные, так и выходные, можно повесить до 8 различных эффектов. Это 2 реверберации, 2 дилея, 2 модуляции и 2 графических эквалайзера. Кстати, эквалайзеры 15-полосные. Если говорить об управлении, то сама система пульта выстроена на базе модифицированного андроида со специальными настройками. Как и в большинстве цифровых пультов, здесь имеется возможность подключения iPad, чтобы можно было по беспроводу регулировать различные значения. Наверное, для этого большинство и покупает себе цифровые консоли. Все, что для этого нужно, чтобы начать работать с планшета, надо зайти в App Store и скачать специальное приложение для DM20. Найти его довольно просто, надо в поиске ввести либо DM20, либо SoundKing, вы сразу увидите, что вам нужно качать. Загружаете, ставите, открываете и подключаете. О подключении давайте поговорим поближе, глядя на сами настройки пульта. Сейчас немного о Wi-Fi, сети и вообще как работают беспроводные устройства, которые можно подключить извне к нашему сегодняшнему пульту. Чтобы это выяснить, заходим в настройки, здесь же в первой вкладочке заходим в настройки Wi-Fi, и, собственно, у нас есть здесь дилемма такая вот о двух концах. Значит, первый вариант — это использовать внешний Wi-Fi. Допустим, сейчас он у нас нашел уже наш студийный Wi-Fi роутер Asus. Давайте его отключим. И второй вариант — это использовать систему Hotspot, которая, по сути, является таким... Сейчас она включилась. Она является заменителем роутера. То есть она использует роутер, который есть в самом пульте. Это довольно удобно, если у вас, допустим, нету под рукой лишнего роутера, который вы можете выделить для работы с цифровой консолью. Ну а сейчас давайте вместе рассмотрим управление консолью, изучим ее получше и поглубже, а поможет нам в этом, естественно, приложение на iPad. Давайте взглянем на приложение, разберем пульт заодно поподробнее, рассмотрим, в принципе, все фишечки и все функции нашей сегодняшней модели. Кстати, чтобы доказать и показать, что мы используем именно эту самую консоль в связке с этим самым планшетом и этим самым приложением, давайте что-нибудь потыркаем, поиграем, повеселимся, устроим дискотеку из мьютов. Ну, короче, весь тот балаган, который любят устраивать люди, первым делом увидевшие цифровую консоль с моторизированными фейдерами. В принципе, мы видим, что здесь все... Да, забавно, до сих пор доставляет. Вот, то есть этот пульт работает с этим самым планшетом, в этом теперь нету никаких сомнений. Приложение устроено стандартно. В принципе, все разбито на лейеры, то есть на слои. Есть input layer, первый, второй, есть bus layer выходной. Здесь все выхода у нас собраны. Давайте пройдемся быстренько по каналам входным, по их настроечкам. Итак, input настройки. Здесь можно подать фантомку на канал. Здесь можно повернуть фазу сигнала, который приходит на канал. Входное усиление есть, high-pass фильтр. Можно установить дилей, задержку для сигнала, который приходит на канал. И также здесь есть набор эффектов, которые можно повесить на линеечку. Идем дальше. Далее у нас идет 4-полосный параметрический эквалайзер. В принципе, если вы хоть раз сталкивались с эквалайзером, то здесь ничего не должно быть для вас сложного. То есть гейн, добротность, выбор частоты — все вполне стандартно. Переключение между 4 вот этими
полосами, и плюс флэт, чтобы скинуть все настройки на заводские, скажем так, на нулевые. Также здесь есть байпас, если вам не нужен почему-то эквалайзер. Если вы хотите послушать результат, который вы получили в итоге от эквализации, допустим. Идем далее. Далее у нас закладочка с динамической обработкой. Здесь имеется гейт, а также компрессор. Про них разглагольствовать я не вижу особого смысла. Все вполне стандартно. Вы все прекрасно знаете, как выглядит гейт, как выглядит компрессор, как ими управлять и что они дают на выходе. Соответственно, настройки все вполне стандартные. Атака, релиз, гейн, рейшо. Вы все это знаете. Идем далее. Далее у нас такой роутинговое окно, назовем его так. Вот. Оно нужно для того, чтобы ваши басы, ваши выходные шины набирать всякого разного с различных каналов. Допустим, у нас сейчас первый канал, как вы можете видеть, и у нас повешены мониторы на вокалиста на 3-м, 4-м и 5-м басе. И вокал приходит, соответственно, в первый канал. И вокалист такой: «Ничего не слышу!» И ты берешь его так: тихо, подавись. И все. И вокалист все слышит. И сцена трещит, расходится по швам, люди радуются, водка льется. Ну, короче, все как на обычном типичном корпоративе, все довольны. Для этого и такая система роутинга как раз-таки пригодится. Собственно, не только мониторами мы все едины, также, вот, допустим, на 8-м басе у нас обычно висит сабвуфер. И в 2.1 системе, которая встроена здесь, там также по дефолту висит сабвуфер. То есть это значит то, что можно отправить немножечко вокала или то, что у вас приходит на первый канал, на сабвуфер. Оп, и все, у вас пошла низкочастотная составляющая, если вам это, конечно, надо. Далее я зря вот вышел поспешно как-то, потому что здесь еще есть, помимо вот этих кнопочек управления, которые сейчас не работают, ну да ладно, это все мы можем переключать руками, здесь есть вот такой классный экран. Это у нас, по сути, такая матрица, состоящая из выходов. То есть здесь мы в режиме реального времени можем видеть, сколько, чего и на какой выход у нас идет с этого пульта. Что ж, довольно удобная функция. Переходим назад на слои. Сейчас мы пробежались по входным линейкам. Теперь, собственно, второй слой, он тот же самый. Вот. И мы переходим на 3-й слой, на выходной слой с басами. Здесь настройки немножко иные. Для этого давайте зайдем в настройки и посмотрим. Тут уже input у нас отличается немножечко. Здесь усиление выполнено в виде таких фейдерочков. Также здесь есть настройки эффектов, как и на входных каналах. То есть, например, вы хотите на монитор повесить многополосный эквалайзер, чтобы он у вас не заводился. То есть вы прошли с микрофончиком, прозвонили, пропищали и повесили эквалайзер, который будет подавлять вам немножечко фидбэки. Почему бы и нет? Опять же, на мастер. Вот зайдем на мастер. Так, он так не заходит. Зайдем на мастер, и на мастер также можно повесить многополосную эквализацию, чтобы подстроить ваш пульт под акустические системы или под зал, в котором вы работаете. Почему бы и нет? Вернемся назад на обычный бас. Пойдем дальше. Эквалайзер, та же самая 4-полосная графическая эквализация. Ничего сложного. Параметрическая, пардон, я уже заговариваюсь, параметрическая, конечно же. Линия задержки, если вы работаете с большим количеством громкоговорителей, если они расставлены далеко или в разных там эриях, то почему бы и нет? Активируете, задаете, и у вас начинает работать линия задержки для всех выходов. Ну, соответственно, для каждого выхода вы индивидуальную задержку подстраиваете. И далее у нас снова идет такая матрица из басов. Тут очень удобно посмотреть, что, куда, где и зачем, когда. Я это уже говорил. Возвращаемся на стартовую страницу. Я так буду называть первый слой, потому что мне так удобнее. И пройдемся по вот этим интересным функциям.
Самая первая функция — это у нас Setup. Стандартные настройки. Здесь есть IP-адрес, здесь какие-то вещи, которые само собой разумеются. Также тут есть кроссовер, настройки кроссовера. Довольно интересная вещь, его можно настроить прямо с планшета. Далее у нас такое окно с индикацией. Здесь, в принципе, можно увидеть всю индикацию, все сигналы, которые у вас приходят и работают вообще в пульте. Что примечательно, здесь есть отображение индикации постфейдер, есть префейдер и есть просто входные сигналы. Это для входов, также для выходов. Есть постфейдер, есть префейдер. Кстати, если заметить, префейдер мы включили, и у нас сейчас активно 7-й, 8-й вход. Почему? Выход, точнее. Почему это так? Сейчас объясню. Мы с вами для этого через FX перескочим сразу на рекордер. Дело все в том, что 7-й, 8-й выход у нас по дефолту используется для записи, для стереозаписи на флешку. Поскольку, сейчас можно видеть, что мой голос, в принципе, он идет синхрон той индикации, которая здесь у нас показана. 7-й, 8-й выход, они заняты под запись, под стереозапись на флешку. Но, в принципе, никто вам не мешает 8-й выход воткнуть SAP, почему бы и нет. Возвратимся к рекордеру, мы возвратимся к функции FX. Здесь у нас настройки как раз-таки тех самых FX-эффектов, которые можно вешать на входные и выходные линейки. 2 реверберации, это у нас 2 модуляции, 2 дилейчика и 2 эквалайзера. Больших таких эквалайзера. Вот. Идем далее, возвращаемся к рекордеру. Здесь, опять же, совмещенная вещь. То есть история это нам позволяет и записывать стереосумму пульта, и запускать что-то с того же самого пульта на последних линейках, на последней стереолинейке у вас автоматически будет воспроизводиться плейбэк. Мы тут тестировали пока эту машинку, что-то поназаписывали, здесь даже остались какие-то файлы. И последнее, самое сочное, самое прекрасное, самое удивительное — это сцены. Вот, кстати, здесь можно увидеть сцены, которые мы уже подготовили для выставки в Сокольниках. Кстати, если вы идете на выставку в Сокольниках, то ставьте лайк под видео. Вот, сцены, которые помогут вам в любой момент, самый такой сложный, если вас припрет к стенке, просто загрузить нужную вам сессию и продолжить работу с места, где вы, сделали такой сейв. Опять же, сессии можно заранее до выступления подготавливать и просто сохранять их в сцены. Это довольно удобно. Все ваши настройки останутся. Если вы даже куда-то уйдете, пить чай, не знаю, в запой многодневный, сцена, она останется на пульте, с ней ничего не случится. Также их, конечно же, можно загружать и сохранять на флешку. Это такая дополнительная защита. Ну что, друзья, возвратимся на главный экран. В принципе, я думаю, мы с вами все успели пробежать. Здесь, кстати, кнопочки управления, и тут очень-очень... Вот кнопка монитор, но это усиление наушников, всякие мониторные дела. Кстати, можно генерировать тон-сигнал, что немаловажно. Здесь есть кнопочка play, которая... Так, давайте. Вот мне так просто спокойнее смотреть, как мой голос скачет в индикаторах. Здесь есть кнопочка play, которая автоматически, когда вы ее нажмете, начнет воспроизводить то, что у вас есть на флешке. Довольно удобно, чтобы между окнами не бегать в экстремальном режиме. Нажимаете play и воспроизводите. Когда вы нажимаете play, воспроизведение идет. Можно нажать еще раз и остановить. Там эта кнопочка поменяется на стоп. Я сейчас это не делаю, потому что мы пишем голос через пульт, я напомню, и я не хочу чем-то забивать свой голос, чем-то лишним. Ну вот, как-то так. Из интересных фишек, которые можно выделить отдельно, вспомним про кроссовер, который позволяет быстро и буквально с помощью 2 регуляторов настроить систему 2.1 и соединить ваш сабвуфер с сателлитами и поставить частотные границы для вашей системы. Итак, для того, чтобы заставить кроссовер работать, заходим в Setup. И здесь же мы видим то, что нам нужно. Кроссовер состоит из 2 показателей, из Bass 8, а также Master LR. Давайте поговорим о том, что для чего нужно.
Бас 8 по дефолту у нас 8-й выход, который предназначен для подключения сабвуфера. Мастер LR по дефолту это бас 1 и бас 2 для подключения сателлитов. Что мы делаем? Для начала мы активируем кроссовер, активируем эту и эту часть. Задаем частоты для сабвуфера, то есть разграничиваем сигнал по низкой составляющей, что у нас пойдет на саб. Далее, когда мы выбрали нужное для нас значение, кстати, здесь можно задать от 40 Гц до 300 Гц, переходим вот сюда, в LR. И здесь задаем частоту, которая у нас пойдет на сателлиты. То есть здесь мы обрезаем весь верх, а здесь, наоборот, мы обрезаем весь низ, который у нас должен пойти на саб. Вот таким нехитрым способом можно быстро и довольно легко настроить 2.1 систему с помощью вшитого кроссовера. Также здесь имеется встроенный плеер и рекордер с 2 разъемами USB, как я уже говорил. Итак, к рекордеру, а также плееру давайте сразу откроем его, чтобы он у нас смотрел такой красивенький, и поговорим немного о нем. Вот эта штука позволит нам воспроизводить здесь файлы в формате MP3, а также WAV. Это, кстати, очень хорошая новость для тех, кто работает с фанерами, со своими какими-то заготовленными минусами. Можно не опасаться за качество и за пережатость. Также, ко всему прочему, это рекордер. Вы видите здесь рек, соответственно, это все дело пишет. Пишет оно стереосумму с пульта. Мы, опять же, загрузим, давайте сюда наш микс и послушаем, как все это дело пишет. Вот как-то так. Давайте воспроизведем. Это уже пошла у нас следующая. В целом, по качеству записи вы могли себе составить какое-то, но уже основанное на фактах мнение. Ну что, дорогие друзья, вот и наступило долгожданное время тестов. И в сегодняшнем ролике я предлагаю вам немножечко изменить наши устоявшиеся традиции и провести тесты не на живых музыкантах-исполнителях, а на заранее записанном и заранее подготовленном мультитреке. О как! Почему я решил так сделать? Все очень просто. Сегодня на обзоре у нас микшерная консоль, цифровая, с большим количеством различной обработки, довольно интересная. И собирать для нее большой коллектив из поющих и играющих бурановских бабушек в нашей тесненькой маленькой студии, немножко неудобно, согласитесь. Поэтому мы все сделаем проще. Мы возьмем наш мультитрек, который мы использовали в новогоднем ролике Senvan. Кстати, если не смотрели, посмотрите. Ссылка в описании. А если смотрели, то поставьте лайк. Вам же не жалко, а нам вот будет очень хорошо от этого. Мы запустим наш мультитрек с помощью внешней звуковой карточки нашей Roland Studio Capture студийной. Всего будут идти сразу 10 треков, то есть 8 аналоговых, и плюс еще с помощью цифрового выхода на карте и цифрового входа на пульте мы добавим 2, то есть один стереотрек с барабанами. Он у нас будет приходить в цифровой ин. Запустим, послушаем, наложим какие-нибудь эффектики, обработочку и, в принципе, посмотрим, на что способна сегодняшняя консоль в условиях максимально приближенных к полевой концертной работе. Давайте для начала послушаем мультитрек, который у нас сюда приходит во флете, без всяких настроек, без эффектов и тому подобных приблуд пульта. То есть мы слышим нашего мистера Сэндмана. В принципе, тут даже можно вывести какие-то инструменты. Допустим, у нас есть бас. Здесь же у нас кик-драм есть. Переключимся на второй слой.
барабанная установка есть, гитары, еще одни гитары, ну и тому подобное. От сухого микса переходим сразу к делу и начнем давайте с компрессора. Так же, как и театр начинается с вешалки, наше сведение начнется с компрессии. Давайте сейчас включим наш мультитрек и посмотрим на компрессор. Компрессию мы будем рассматривать, кстати, на примере баса и бас-бочки. На 7-й линейке, как вы помните, у нас находится бас. Заходим в настройки компрессора. Смотрим, в принципе, на параметры. Все вполне стандартно. Атака, релиз, усиление, опять же, после компрессии и сжатия. Вот. Ну и, естественно, threshold. Куда же нам без него? Послушаем, как бас звучит после компрессии. Введем какие-нибудь рандомные параметры по усилению, по порогу. Сейчас компрессор в байпасе. Компрессор работает. Снова в байпасе. Давайте оставим, может, его рабочим и переключимся селектом на настройку компрессора для кик-драма. Здесь, опять же, все то же самое. Можем попробовать поиграться с тем же порогом, с усилением и послушать, что у нас получилось. Исходный сигнал. Сигнал после компрессора. Вот здесь как раз момент без барабанов. Подождем. И... снова исходный. Обработанный. И снова исходный. Теперь давайте перейдем к эквализации. Эквализацию давайте рассмотрим на примере снейр-драма. Для начала давайте замьютим все ненужные нам дорожки. Перейдем на второй слой. Драм. Все мьютим. Выбираем дорожечку нам необходимую. Открываем эквалайзер. Можем даже сделать чуть-чуть погромче, чтобы слышать все лучше. Так. Здесь у нас уже есть какая-то эквализация. Вот так звучит снейр в байпасе. А вот так снейр звучит с наложенной эквализацией. Давайте что-нибудь добавим на верхах. Кстати, здесь каждую полосу можно выбирать с помощью вот такой клавиши. Выберем High Mid. Ну, прям где-нибудь на 2 кГц. Давайте накинем пару децибел. Опять же, можно менять добротность. И, естественно, можно уже выставленное усиление переносить по различным частотам. Следующим по списку у нас следует дилей. Дилей давайте рассмотрим на примере гитары. Все ненужные каналы мы сейчас замьютировали, и у нас открыт только открыт канал с гитарой. Включим наш мультитрек и послушаем. Вот она у нас необработанная гитара. Выделяем ее, заходим в настройки инсертов, и здесь у нас дана панелька с эффектами. Выбираем дилей, и мы уже слышим эти прекрасные переливы. Чтобы изменить настройки дилея, просто зажимаем кнопку. Нас перекидывает в настройки. Здесь вполне стандартные характеристики для дилеев. Тут можно настроить соотношение сухого сигнала к обработанному. Также здесь есть частотная различная коррекция. Можно задать время дилея, темп, фидбэк и так далее. Послушаем какие-нибудь пресеты, благо они здесь имеются. Давайте какой-нибудь еще пресетик возьмем. Скажем, 1/8.
Давайте послушаем, на что способен встроенный ревербератор. Реверберацию давайте послушаем на малом барабане. Включим снова наш мультитрек. Вот он у нас остался один канал с малым барабаном. Выбираем его, заходим в настройки инсертов и заходим в ревер. Также зажимаем, переходим в настройки реверберации. Опять же, здесь все то же самое, то есть есть частотная коррекция для точной настройки нужного вам эффекта. Также соотношение обработанного сигнала к сухому. Можно задавать время. Ну и, конечно же, есть пресеты, которые давайте мы с вами пощелкаем. Ну и вот так звучит сухой снейр у нас. Теперь послушаем эффекты модуляции. Модуляцию давайте слушать на примере гитары. Давайте снова включим наш мультитрек. Вот мы слышим гитару, выбираем ее, заходим в настройки инсертов и включаем модуляцию. По характеристикам здесь опять же все то же самое, то есть есть регулировка частотная, есть соотношение сухого к обработанному сигналу. Также можно выбрать рейт, скорость. Ну и, естественно, здесь есть пресеты. Сейчас давайте рассмотрим графический эквалайзер. Давайте снова включим наш мультитрек. На этот раз мы ничего не замьючивали. И посмотрим на эквализацию. Сейчас мы говорим о графическом эквалайзере, который на 15 полос. Кстати, между басами и вообще слоями можно переключаться еще вот так. Это довольно занятно. Вот уже конечная остановка, она нам и нужна. Заходим в настройки майнаута, микса, LR, то, что как раз нам нужно. Заходим в инсерты и здесь задаем параметры эквализации. Она, кстати, задается с помощью моторизированных фейдеров. То есть можно как-нибудь вот так вот играться, изгаляться, потом сделать так вот, бам, и все. Нет, ничего не работает. Вот сюда, оп. Так, потом сюда, оп. То есть, по сути, нас перебрасывает с одной части на вторую. Давайте нажмем Flat, чтобы звук был более-менее внятный. И продолжим. В принципе, такой эквалайзер можно класть на любой бас. То есть, вот мы заходим на вкладочку басов. Так, не заходится, сейчас закрываем. Вот, заходим на вкладочку басов. Абсолютно любой посыл, ну, допустим, на тот же самый мониторинг. Заходим, открываем, накладываем эквалайзер и, ну, отстраиваем, допустим, те же самые мониторные линии на тему фидбэков. Почему бы, собственно, и да. Ну что, друзья, теперь давайте в последний раз включим наш мультитрек и послушаем сцену, которую мы заготовили специально для этого микса, чтобы продемонстрировать вам работу пульта. Я поочередно буду включать исходный сигнал, который обозначен у нас Zero, а также обработанный, уже сведенный микс на пульте с N на 1, вот самый верхний. Ну что, поехали?
Кстати, в закрепленном первом комментарии под видео вы сможете скачать себе этот самый мультитрек, чтобы потренироваться в сведении этой самой песни. Возможно, у вас есть варианты, как вы бы свели ее иначе. Присылайте нам свои варианты, нам очень интересно. Что бы хотелось сказать в итоге о пульте и, в принципе, мое мнение по поводу нашей сегодняшней железки. Начать можно с того же процессора. Новое 4-е поколение шарков, которые до этого были замечены разве что в технике военного назначения. Моторизированные ALPS фейдеры. Функция загрузки и сохранения сцен, везде это называется по-разному, где-то шоу, где-то снапшоты. Смысл один. Такая функция даст возможность моментально сохранять и загружать настройки, необходимые вам для работы. Многие спрашивают, зачем мне нужна цифра, я лучше возьму себе что-нибудь теплое, ламповое, с таким же количеством входных и выходных каналов. Ну, на самом деле, не совсем логичное суждение и взять хотя бы ту же самую цену. Примерно за такую же сумму, ну, как за такую же, заплатив сверху дополнительно 5 или 10 тысяч рублей, можно урвать себе какой-нибудь Soundcraft FX16, к примеру. Да, такой пультец будет иметь тоже колво каналов, но на этом его достоинства по сравнению с DM20 заканчиваются. Что дает цифра? Правильно, цифра дает вариативность. Это огромное количество вариантов роутинга. Я не говорю только про какие-то выходные штуки. Ну, взять те же самые эффекты. Можно эффекты ставить как угодно, в каком угодно положении, и в этом цифра выигрывает у аналога. По поводу тех же самых выходов. Здесь есть 8 оксов. 8, черт подери, оксов. При том, что это даже не оксы, это басы. И вы их можете использовать, в принципе, по назначению, которое вы хотите. Хотите повесить на все мониторы? Вешайте. Хотите все завесить какими-то, фронт-филами, прострелами, колонками, которые работают на зал основными? Вешайте. Все в ваших руках. Это патчится, это программируется, и это очень удобно. Конечно, не стоит забывать и о специфических возможностях, которые может предоставить только цифровая консоль. Я говорю о сохранении ваших сцен для потомков, или, по крайней мере, до следующего концерта, а также возможность удаленной работы со всеми функциями пульта с помощью iPad. Встроенный плеер и рекордер на 2 USB разъема, можно воспроизводить в формате MP3 и WAV и записывать WAV. Это по достоинству оценят люди, которые любят качественные миксы. Также можно отметить легкую систему управления на базе нескольких кнопок, а также удобного потенциометра-энкодера. Широкий 7-дюймовый IPS-экран, чувствительный к нажатию, есть возможность менять угол обзора. Также не стоит забывать об удаленном управлении с помощью iPad. Такая функция позволит рулить ваш микс, где бы вы ни находились в зале. Ну и, конечно же, габариты сегодняшней консоли. Весит она всего 3,5 килограмма, что позволит возить ее куда бы вы ни вздумали. Довольно компактная вещичка. Кстати, ее, то есть вот эту консоль SoundKing DM20, мы везем на осеннюю выставку в Сокольниках. Так что это еще один лишний повод для вас прийти и посмотреть на наш стенд, на котором будет красоваться такая красотка. Тавтология. У пульта будут стоять квалифицированные специалисты. В принципе, у вас будет возможность потыкать, настроить что-то самим, послушать, как он звучит в реальной жизни, что, как мне кажется, довольно интересно. На сегодня все. Я прощаюсь. С вами был Алексей, как всегда. Всем пока. Такие вещи. Ох уж это. Уйди туда, я посмотрю. Монти Пайтоновское разрушение что-нибудь стен. Нет, конечно, победа в плане игры. Ну, Типа, сейчас я поснимаю, просто ты играешь. Сейчас я остановлю там. Ахабская запись. Или подожди, я должен стоять рядом, да, Дим? Не, Там она должна уйти. Не, ну если... Нажми там пробел, пожалуйста.